Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы вместе с вами будем подводить итоги прошедшего июля месяца и будем говорить о целом Причерноморском регионе, куда входят два крупных областных города-центра. Это город Одесса и город Николаев. Друзья, традиционно для людей, которые не могут смотреть больше 2 минут мои видео, анонсирую, что за год в городе Одесса недвижимость подорожала на 3%, а в городе Николаеве подешевела на 2,88%. Также у меня для всех людей, которые меня смотрят, достаточно тревожная новость с точки зрения активности рынка недвижимости города Николаева. Также анонсирую. За последние несколько лет я не видел такого явления. То есть количество квартир, которые были выставлены для продажи в июле 2026 года, на 16%, ну, практически меньше было, чем в прошедшем июне месяце. То есть такие аномалии, обычно разница 2-3%, а здесь 16%. То есть это как и в городе Запорожье, друзья. То есть это, скорее всего, какие-то новые тренды, которые мы наблюдаем. То есть люди в прифронтовых городах просто перестают мечтать о продаже своей недвижимости, которая, ну, естественно, ее никто не купит в прифронтовом городе. Это, ну, надо быть безумным. Но это всего лишь предположение. Посмотрим, что будет происходить в городе Сумы, городе Чернигове. Об этом я буду записывать, понятно, что видео, и вам докладывать. А теперь, друзья, переходим исключительно к недвижимости, к тому, что произошло с рынком недвижимости. Благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. И традиционно через призму времени и цифр постараемся совместно с вами разобраться в процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости Причерноморского региона. Друзья, в начале видео будем говорить о колебательных процессах длиною в 1 месяц. Карта перед вами, и начнем с города Николаева. Июль месяц, друзья. Население 486 тысяч, довоенное. Пожалуйста, кто живет в Николаеве, а меня смотрят с Николаева, я знаю, у меня там много друзей, в том числе риэлторов живут. Напишите, насколько по ощущениям больше людей сейчас живет в городе Николаеве, чем до войны, или меньше. Я, друзья, все-таки предполагаю, что в Николаеве живет где-то порядка сейчас 200 тысяч, это в лучшем случае. То есть люди, у которых была возможность уехать с прифронтового города, они уехали. Почему прифронтовой город? Вроде бы на карте это совсем не прифронтовой. Но, друзья, хочу вам напомнить географию. Вот это называется Кимбурская коса. Я когда-то часть жизни своей прожил в городе Очаков. Очаков — это Николаевская область. Так вот, Кимбурская коса. Многие считают, что это Херсонская область. Нет, друзья, это что? Правильно, Николаевская область, которая на сегодняшний день занята войсками Российской Федерации. Ну, не в буквальном смысле там люди, да, но контролируется Российской Федерацией. Поэтому я смело могу говорить, что город Николаев является прифронтовым городом. Итак, по поводу аномалий, которые я наблюдал в городе Запорожье, и впервые за почти, ну, вот весь период войны мы наблюдаем такие аномалии с количеством выставленных предложений на рынке жилой недвижимости. Всего в июле месяце было выставлено 8 тысяч квартир. Это репрезентативная выборка, еще называют ее генеральная выборка, которая участвует в исследовании. Она однородна, то есть здесь есть и первичный, и вторичный рынок, все это по классам разбито. Но мое тревожное, так сказать, предчувствие говорит о следующем, что почти на 16% в сравнении с июнем месяца стало выставляться на продажу квартир меньше. А это, друзья, вслед за Запорожьем говорит о том, что люди просто отчаялись продавать свою недвижимость и понимают, что в этом нет никакого смысла. Что происходит с стоимостью квадратного метра? Это подтверждает то, что во время войны продавать недвижимость — это, ну, так себе, дороже, наверное, да, занятие. Покупателей нет, а продать и купить за эти деньги мешок соли, ну, это как бы не вариант.
Так вот, социальное жилье, стоимостные характеристики или показатели, буду говорить только в процентном соотношении, подешевело за месяц минус 0,21%. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, это также вторичный рынок, подешевели на 0,16% за месяц. Переходя к первичному рынку, мы видим ту же самую отрицательную динамику, то есть снижение стоимости квадратного метра. Квартиры эконом-класс на первичном рынке показали минус 0,46% за месяц. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс также показали снижение за месяц минус 0,31%. Итак, друзья, подводя итоги в целом по городу, мы видим, что по всем сегментам, первичный, вторичный рынок, по всем классам, рынок недвижимости Николаева показывает снижение. И также аномально маленькое количество квартир, которые были выставлены для продажи, что показало 16% снижения всего лишь за один месяц. Это впервые за многие года войны я наблюдаю такое явление. Кстати, такое явление, еще раз повторюсь, происходит сейчас в городе Запорожье, который тоже является прифронтовым городом. Итак, город Одесса, друзья. Население 993 тысячи. Традиционно прошу одесситам, пишите, сколько по вашим ощущениям людей сейчас живут. Это довоенное население. Сейчас, я предполагаю, 1700 живет. Хотя август месяц я записываю, все-таки это сезон, люди приезжают. Но коренные одесситы, они, в общем-то, очень хорошо отличают приезжих и, так сказать, туристов от местного населения. Поэтому они, в принципе, могут сориентировать меня. Для меня это очень важно. Почему? Стоимость квадратного метра растет, а если количество населения снижается, то это бред и абсурд. И это говорит о том, что пузырь стоимостной надувается совершенно необоснованно. В общем, напишите, мне будет интересно. Количество предложений, которые участвовали в выборке, 37 800, то есть это также репрезентативная выборка. Плюс 1,3% больше было выставлено для продажи в июле месяце, чем это было в июне месяце. Видите, какая разница между Николаевым и Одессой. То есть в Одессе продолжается динамика роста. Также продолжают люди пытаться продавать свою квартиру, и желающих, так сказать, продать эту квартиру больше, чем желающих приобрести. А вот в городе Николаеве, похоже, люди, так сказать, уже, помните, есть такое понятие точка бифуркации, когда система стоит в неопределенности, в этой точке неопределенность. И после данной точки бифуркации система может разрушаться. Разрушаться с точки зрения того, что люди, проживающие в Николаеве, наверное, осознали о безысходности и невозможности во время войны продать свою недвижимость, что, собственно говоря, не наблюдается пока в городе Одесса. Итак, количество предложений растет. Переходим к социальному жилью. Здесь мы видим, стоимость выросла на 0,68% за месяц. Социальное жилье, аренда. Сравниваем здесь мы долгосрочную аренду. Первый квартал 2026 года со вторым кварталом 2020 также 2006 года. Видим, аренда выросла плюс 2,44%. Переходя к квартирам эконом-комфорт бизнес-класс, это также, друзья, вторичный рынок, здесь динамика роста за месяц плюс 0,51%. То есть, это безумие. Прифронтовой город, выносится портовая, так сказать, инфраструктура. По Одессе, кстати, прилетает гораздо больше, чем по городу Николаеву. А рынок недвижимости показывает какой-то неадекватный рост. Да? Все когда-то заканчивается. Так и данный пузырь, я просто не сомневаюсь, лопнет. Когда это произойдет, об этом поговорим чуть позже. Первичный рынок, друзья, показывает также динамику роста, плюс 0,77% за месяц. Это квартиры эконом-класса. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс также подорожали на 0,61% за месяц. Ну и первичный рынок элитный класс подорожал на 0,35% за месяц. Друзья, подводя итоги прошедшего июля месяца и сравнивая с июнем месяцем, обращаю ваше внимание на данную таблицу. Здесь мы видим, что
Город Одесса стабильно показывает динамику роста, плюс 0,68%. Это на примере социального жилья самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине. Город Одесса не исключение. А вот город Николаев показал нам снижение за месяц минус 0,21%, то есть ведет себя вполне адекватно. Среднее арифметическое число по региону, как оно считается, вы знаете, 607. И за счет того, что Одесса росла чуть быстрее, чем снижалась стоимость в городе Николаеве, то динамика положительная, плюс 0,33%, динамика роста за месяц, и индекс положительный. Индекс рынка недвижимости единичка, запятая 0,03. Следующий, друзья, слайд посвящен уже тенденциям длиной в 1 год. Вверху осталась та же самая карта. Обратите внимание на нижнюю часть слайда. Здесь мы будем говорить, сравнительная таблица, что произошло за год. Период сравнения июль 2026 года с июлем 2025 года. Итак, город Одесса, социальное жилье. $739 за квадратный метр – это июль 2026 года, что в годовом измерении показало рост плюс 3,07%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,31. Город Николаев, $474 стоимость квадратного метра, класс социальное жилье. Снижение в годовом измерении минус 2,87%. Индекс отрицательный 0,971. Ну и, конечно, как мы говорим, подводя итоги, среднее арифметическое число в целом по региону 607, что показало динамику роста, то есть продолжает динамика роста присутствовать, 0,66%. Индекс положительный, единичка 0,07. Друзья, ну, переходя к прогнозам, хочу заметить, что ситуация в городе Одесса явно неадекватна в поведении рынка недвижимости. И я все-таки предполагаю, что, возможно, это будет к концу года, а возможно, это, скорее всего, будет, может быть, где-то первый квартал, может быть, январь, может быть, февраль, не знаю. Первый квартал, я имею в виду 2027 года. Вот этот надуваемый пузырь в городе Одессе по стоимости квадратного метра по всем классам, он, друзья, что правильно сдуется. И к большому, так сказать, сожалению и разочарованию людей, которые мне до сих пор пишут и говорят: Андрей, да ты прекращай, да ты вот у тебя все плохо, а у нас все тут хорошо, как пирожки квартиры продаются. То есть, ну, это не от большого ума вы мне пишете, хотя пишите, мне в любом случае нравится читать, да и как бы, когда на замечания, там, на вопросы, вернее, люди пишут вопросы, хорошо реагируют алгоритмы Ютуба. Но говорить, что квартиры продаются как пирожки в городе Одесса, это все-таки не от большого ума, друзья. Извините, если кого-то это может обидеть, да. Итак, переходим к прогнозам, закрываю показ слайда. И, друзья, город Николаев будет продолжать снижаться стоимость квадратного метра. Я так думаю, что по 0,5%, то есть мы в сентябре увидим, ну, во-первых, в августе, это у нас сколько получается? Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 5 месяцев еще, то есть еще как подешевеет. То есть по 0,5% за 5 месяцев, то есть это порядка 2%, ну, предположим, плюс-минус, там 2,5-2%. Уже на сегодняшний день 2,87%. Добавим еще 2%, то есть это порядка 5% в годовом измерении, когда мы будем сравнивать декабрь 2025 года с декабрем 2000, естественно, 2020, какой там, шестой год у нас на сегодняшний день. То есть это где-то около 5% будет. А вот город Одесса, все-таки динамика будет, наверное, может быть, вот время точно. Я знаю, что это закончится, рост стоимости. Я даже в этом не сомневаюсь. А по времени могу ошибиться. Возможно, это будет уже в декабре месяце, да. Возможно, это будет чуть раньше, в ноябре месяце. Но то, что в сентябре еще динамика будет показывать, динамику роста, это практически я в этом не сомневаюсь. То есть сентябрь, октябрь, а вот конец года возможно.
А начало следующего, 2027 года, здесь я просто не сомневаюсь. То есть вот в этот промежуток времени мы увидим, как стоимость будет снижаться. Снижаться она будет тоже незначительно, где-то по 0,5%. Рынок недвижимости не может показывать динамику снижения там, на 50%, на 60%, как любят говорить риэлторы, а то и на 70%. На 0,5% в месяц вот это вполне адекватное поведение рынка, мы будем видеть снижение. Но к концу года, скорее всего, это будет где-то порядка, динамика роста еще положительная, порядка 3%, может быть 2,5%, если снижаться стоимость начнет в конце года. Ну, на самом деле мы это все увидим с ноября месяца, друзья. Вот как только холода наступят, как только опять проблемы со светом будут, вот настроение у продавцов прям ну, кардинально меняются, и тогда мы увидим, так как мы работаем с предложениями, которые выставляют на рынок недвижимости, то ли риэлторы, то ли продавцы, то вот мы увидим прямо вот как все произойдет очень быстро в сторону снижения стоимости квадратного метра. Друзья, рассказал вам ретроспективу, то, что было за год, показал погоду рынка недвижимости на июль месяц, зафиксировали это в цифрах, поговорили о прогнозах, то есть это всего лишь мои предположения, но время пройдет быстро, и мы увидим, прав был я или не прав. А теперь, друзья, пришло время прощаться с вами. Лайки, дизлайки видео ставьте, не забудьте подписаться. Пишите, кстати, вопросы задавайте. Я в любом случае отвечаю людям, которые адекватные. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячный обзор рынка недвижимости, которые, я надеюсь и уверен, станут для вас компасом или же путеводной картой в каменных джунглях недвижимости Украины. Друзья, лайки, дизлайки и до встречи в следующих моих видеороликах.